Допустим, у нас есть кристалл, и мы направили на него рентгеновский луч и хотим узнать, будет ли наблюдаться дифракция луча на кристалле. Как мы знаем, такая дифракция в виде зеркального отражения от атомных плоскостей происходит, если выполняется условие Вульфа-Брегга 2d синус θ равно n лямбда, где d – расстояние между плоскостями, θ – угол падения луча, лямбда – длина волны, а n – целое число. Однако, в кристалле есть много разных атомных плоскостей, и можно, к примеру, рассматривать кристалл как семейство таких плоскостей, а можно таких. Каждый такой выбор дает новое значение межплоскостного расстояния d и угла падения θ, и по идее нужно проверить их всех, чтобы выяснить, от каких плоскостей произойдет бреговское отражение, а от каких нет. А нельзя ли как-то соединить вместе всю кучу условий Брега для разных плоскостей и заменить их каким-то одним условием? Оказывается, можно, если вооружиться понятием обратной решетки. Пространственная решетка строится на векторах основных трансляций А1, А2, А3, и точно так же обратная решетка строится на векторах B1, B2, B3, так что произвольный вектор обратной решетки G есть их линейная комбинация с целыми коэффициентами n1, n2, n3. Связь между тройками векторов А и Б состоит в том, что скалярное произведение вектора А на вектор Б равно 2π, если их номера совпадают, и равно нулю, если номера различаются. И вот оказывается, что для любого семейства кристаллографических плоскостей можно найти перпендикулярный к ним вектор обратной решетки G, причем длина этого вектора обратно пропорциональна межплоскостному расстоянию d. Например, вот так. Или вот так. А теперь вернемся к условию Вульфа-Брегга для некоторого семейства плоскостей и зададимся вопросом, чему равно изменение волнового вектора рентгеновской волны при бреговском отражении. Напомним, что волновой вектор по модулю равен 2π, деленному на длину волны, а направлен в ту сторону, куда распространяется волна. И вот если отложить из одной и той же точки волновые вектора исходной волны k и отраженной волны k', то легко заметить, что их разница δk направлена перпендикулярно к семейству атомных плоскостей, а ее модуль равен 2k синус θ. Подставим сюда выражение для k, а также выражение для синуса θ из условия Брега, и мы увидим, что модуль вектора δk равен модулю вектора g, умноженному на целое число n. А поскольку вектор δk направлен туда же, куда и g, то есть поперек атомным плоскостям, то в полученном равенстве можно убрать знак модуля. Смотрите, что мы получили. При бреговской дифракции разница между волновым вектором k' отраженной волны и исходным волновым вектором k является вектором обратной решетки, а именно произведение вектора g на целое число n. Вот это условие, помещенное в рамочку, заменяет собой весь набор условий Брега для всевозможных атомных плоскостей. Теперь, чтобы узнать, возможна ли дифракция, достаточно определить, существует ли такой вектор k', который равен по модулю вектору k и отличается от k на какой-либо вектор обратной решетки. Можно посмотреть и по-другому на условия, записанные в рамочке. Если мы определим опытным путем, что при некотором значении волнового вектора k произошла дифракция, и дифрагированная волна полетела в направлении k', то тем самым мы по сути измерили вектор обратной решетки k' минус k. Значит, с помощью дифракции рентгеновских лучей можно промерить обратную решетку.
А значит, и пространственную решетку кристалла можно определить, поскольку она однозначно связана с обратной решеткой. Тут возникает вопрос, а нельзя ли заодно определить и базис? Ведь, зная пространственную решетку и базис, мы получили бы полную информацию о структуре кристалла. Да, по данным рентгеновской дифракции можно узнать и базис, но для этого нужно измерять еще и интенсивности дифрагированных лучей, а не только их направление. Но это, однако, уже тема для отдельного разговора.